Здравствуйте, друзья! В эфире Геоэнергетика Инфо. Максим Радайкин и сегодняшний мой собеседник Александр Фролов. Здравствуйте! Здравствуйте, здравствуйте. Черная зима на Украине. Этот отопительный сезон будет самым тяжелым. Шмыгаль сделал неутешительный прогноз на зиму. Украина планирует пройти зимний период на газе собственной добычи. Александр, пожалуйста, прокомментируйте данную новость. Давайте начнем с середины, если позволите. Там Шмыгаль высказался, привел следующие данные. Он там рассказывал о том, что да-да, мы тут добываем газа прям как не в себя. Нафтогаз добыл за первые 7 месяцев 8,6 миллиарда кубических метров газа. Более чем на 7%, это более чем на 7% больше, чем в прошлом году. Ну, видимо, за первые 7 месяцев. Тут двояко. У меня вот сразу возникает желание посчитать, а сколько в среднегодовом выражении получается. И вы знаете, у меня плохие новости. Ну как? Неоднозначные новости. Если добыли вот столько, то в среднегодовом выражении получается, точнее как, в годовом выражении получается порядка 14,5 миллиардов кубов. Ну, здорово, наверное, да? А давайте немножко контекста добавим, если вы не против. В начале 90-х, когда Украина еще не была независимой, а была крайне зависимой, она потребляла более 100 миллиардов кубических метров газа. Называлась она тогда Украинская Советская Социалистическая Республика и была частью Союза Советских Социалистических Республик. Возможно, кто-то о таком слышал. И вот тогда это была она была промышленно развитым регионом с крупными металлургическими производствами, химическими, нефтеперерабатывающими, газоперерабатывающими. Были газовые электростанции и прочее, 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 прочее. Много чего было. Постепенно, по мере утраты вот этой зависимости, чудовищной, безусловно, кровавой, страшной, Украина теряла и статус промышленно развитого региона. Одним из главных показателей этого являлось сокращение энергопотребления вообще и сокращение потребления газа в частности. К 2008 году включительно Украина сократила потребление более чем на 40 миллиардов кубических метров, ну то есть дошла до уровня порядка 60 миллиардов, то есть было более 100, стало 60. А 2009 год выдался сложным практически для всех. Ну и, собственно, и 2008 год был непростым для мировой экономики, а 2009 год был прям совсем-совсем непростым для мировой экономики. И там много чего накрылось в тот период. В частности, накрылись некоторые крупные потребители, ну или так, встали на паузу. Это привело к тому, что энергопотребление в целом по миру сократилось, кроме отдельно взятых регионов, которые отказывались слушаться Блумберга, Рейтерс и прочих уважаемых средств массовой информации, которые прогнозировали падение экономики, речь о Китае. И там продолжился рост. Но в целом по миру энергопотребление сократилось, на Украине сократилось тоже. Притом, так как Украина была, ну, не в полной мере устойчивым регионом, давайте я так мягко скажу, энергопотребление на Украине сократилось особенно драматично, особенно для Европы, если вот с остальной Европой сравнивать. Украина – это Европа, никто ж не спорит. И по итогам 2008 года потребление газа на Украине составляло порядка 45 миллиардов кубов. И далее до 2013 года включительно этот параметр оставался примерно на этом уровне. То есть примерно 45 плюс-минус газа, миллиардов кубических метров газа Украина потребляла. А в период наиболее острой независимости, то есть с 2014 года по 2021 годы включительно, Украина сократила потребление газа по уровня 28-32 миллиарда кубов. Ну и скорее тут надо говорить 32-28, потому что все-таки дошла сначала она до 30-32, потом еще сократила потребление. Да, разумеется, там можно сказать, ну ведь ковид, ну, знаете, много чего можно спихнуть на ковид. Вот, но в 2021 году потребление газа на Украине было как раз вот 28-29 миллиардов кубов. То есть, давайте зафиксируем. К 2022 году, до 24 февраля 2022 года, потребление газа на Украине сократилось относительно последних лет страшной зависимости от Советского Союза. Потребление газа сократилось более чем в 3 раза. Вот. А что с добычей?
Мы же тут про добычу. А добыча на Украине ведется в основном «Нафтогазом», точнее его подразделением, которое называется «Укргаздобыча». И добывал точнее, Укргазвидобування, если кому-то так будет лучше. Так вот, и вот это Укргазвидобування производило порядка 14,5 миллиардов кубов газа по состоянию на середину 2010-х годов. Еще примерно 5 миллиардов кубов добывали независимые игроки. Ну, то есть, примерно 75%. Это государственная компания добывает, и примерно 1/4 добывают независимые игроки. И вот здесь мы с вами приходим к интересному показателю. Получается, ну, из того, что я только что сказал, что в середине десятых годов Укргазвидобування добывала газа столько, сколько эта компания произведет по итогам 2024 года, если она сохранит те темпы, которые она достигла по итогам первых 7 месяцев текущего года. Интересно. А что там с добычей происходило, ну, как бы, последние лет 10? О, там масса интересного происходило. Она падала. Точнее, Укргаздобыча, она падала. Притом она падала в рамках программы увеличения добычи. В 2016 году приняли программу 2020, согласно которой добыча на Украине должна была увеличиться до 20 миллиардов кубов, но не на Украине вообще, а конкретно Укргаздобыча должна была увеличить добычу вот, более чем на 5 миллиардов кубов. И к 2020 году добывать 20 миллиардов. Она справилась очень хорошо и к 2020 году добывала меньше 14 миллиардов кубов. Что я считаю большим успехом. В принципе, вы знаете, когда вы берете много миллиардов гривен, тратите их на увеличение добычи, а добыча падает, ну, что это, если не успех? По крайней мере, для кого-то, кто участвовал в распределении этих средств. Мне кажется, это был большой успех. Кстати, где эти люди? Какие-то из них, кстати, даже не сидят. Это прям удивительно. Вот. Какие-то из них, точнее, сидят, но где-нибудь, знаете, в теплых краях. Вот. Дальше. То есть мы сейчас с вами от господина Шмыгаля или пана Шмыгаля, кому, опять же, как больше нравится, услышали следующее, что Укргаздобыча увеличит добычу по итогам 2024 года до уровней, характерных, ну, скажем, для 2014 года. Ну, что ж, ого. А за счет чего это произошло? И почему в этой статистике не фигурируют независимые игроки? Ведь добыча на Украине – это не только Укргаздобыча, но и независимые игроки. А как у них дела? То есть, это здорово, что Нафтогаз вот увеличил производство. Класс. А у остальных как? Может ли так быть? Просто задаюсь вопросом, потому что ответов-то нету. И главное, никто не задал их, видимо, эти вопросы. Ну, вот я задаюсь вопросом, знаете, вот вам, уважаемая аудитория. Не то чтобы я предлагаю отвечать, будем считать это риторическим вопросом. Не могло ли так случиться, что рост добычи у Укргазвидобування произошел за счет, ну, изменений территориального характера? Ну, знаете, там двигаются то туда, то сюда границы. И вот в 2023 году какие-то участки невозможно было контролировать, сейчас возможно их контролировать по итогам первых 7 месяцев. Что там будет дальше, не совсем понятно, но итоги первых 7 месяцев говорят, что увеличили добычу. Может ли, это первый вопрос, может ли так быть, что увеличение добычи по итогам первых 7 месяцев, это, кстати, я подчеркиваю для тех, кто может сейчас прибежать и сказать, так суджа, дорогие друзья, первые 7 месяцев это с января по июль. Суджа случилось в августе. Август идет после июля. Поэтому суджа здесь не играет никакой роли. Так вот, может ли так случиться, что какие-нибудь активы независимых игроков перетекли от независимых к зависимым? Может так быть? Может так быть, что в ходе непримиримой борьбы с каким-нибудь олигархом, который в Днепропетровске там рулил какое-то время назад,
Может ли так быть, что в ходе борьбы произошли какие-то юридические изменения, которые позволили поставить себе на баланс ту добычу, которую раньше себе на баланс ставить не удавалось из-за того, что ну, структура собственности была другой у добывающих предприятий? Я просто задаюсь вопросами. Просто удивительно, что про «Нафтогаз» нам сказали, а про общий показатель добычи нет. Поэтому мне бы хотелось каких-то разъяснений. То есть не то, чтобы прям хотелось, но некоторые сомнения у меня вот эти утверждения вызывают. Ну и завершая как бы мысль про добычу, я замечу следующее. То есть никаких гарантий, что данная динамика сохранится и с 8 по 12 месяцы нету. Кроме того, это ни о чем не говорит о суммарной добыче. Но из плюсов объем спроса на Украине по итогам 22-23 годов ушел ниже отметки в 20 миллиардов кубических метров. И импорт газа составлял, скажем, в прошлом году, ну, порядка полумиллиарда кубов. А так как динамика, в общем, понятна... Нет, разумеется, украинская сторона скажет, погодите, в 23-м году, кстати, если украинская сторона вдруг нас смотрит, почему-то вот проникаясь всем, что мы говорим, вы как-то так обозначьтесь, вдруг вам захотят какие-то вопросы задать. Или вы о чем-то захотите сказать, вот про статистику какую-нибудь. Лозунги не надо, вот статистику, пожалуйста. Опубликуйте тут вот в комментариях. Всем будет очень интересно. Так вот, украинская сторона, конечно, заявляет, что в 2023 году мы увеличили добычу, увеличили потребление газа относительно 2022 года. Ну, там из территории, знаете, опять же, вот это вопрос границ скорее, а не роста потребления как такового. То есть удельное потребление, скорее всего, сокращалось. Я так подозреваю. У меня, извините, статистики на руках нет, но исходя из тех соображений, на которых строится вот эта статистика, я могу предположить, что удельное потребление снизилось. И удельное потребление, скорее всего, продолжит снижаться и в текущем году, и на подконтрольной Киеву территории потребление газа будет либо таким же, как в 2023 году, либо меньше. А с учетом даже тех показателей добычи, о которых нам вот сообщили, ну, можно ли пропетлять на собственном производстве? Да, можно. Правда, динамика заполнения подземных хранилищ ниже, чем в прошлом году. С чего бы это непонятно. А кроме того, я надеюсь, ловкий монтажер сейчас поставит карту Украинской Советской Социалистической Республики, подчеркиваю, с обозначением газовых месторождений, на которых ведется добыча. Украинская Советская Социалистическая Республика и где ведется добыча. Посмотрите, пожалуйста, на карту Украинской Советской Социалистической Республики, еще раз подчеркиваю я. И прикиньте, не может ли до декабря 2024 года произойти что-то, учитывая расположение этих месторождений, что объективно снизит объемы добычи у Укргазвыдобування. Задайтесь просто вопросом. Да будем считать, что, знаете, так мы теоретизируем. Ну, вот риторический такой вопрос, вброшенный вот вам, уважаемая аудитория. Но вы прикиньте, может ли что-то произойти? Учитывая, я просто предполагаю, учитывая расположение этих самых месторождений, что что-то произойти может. И когда пан Шмыгаль говорит о том, что, ну, вы знаете, мы тут сейчас повышаем автономность, не надо спекулировать на теме энергетики. Я вас уверяю, кстати, если вы смотрите нас с подконтрольной Киеву территории, я вас уверяю, если бы ему было чем похвастаться, он бы похвастался. Если бы ему было что сообщить в плане «да мы справимся, потому что…» и дальше там список каких-нибудь мероприятий, он сообщил бы. А если он говорит о том, что не надо спекулировать на этой теме, то это переводится с украинского на русский следующим образом. «Рот заткните и не раскачивайте лодку, потому что сделать мы ничего не можем». Мы, вот, правда, мешки с песком положили. Это да, это помогает. Вот, мешки с песком мы положили, железобетонные конструкции добавили, но гарантий никаких. Вот, как-то так выглядит текущая ситуация. Выглядит она печально. Ну, на этой неоптимистической ноте, наверное, на сегодня и поставим
наше многозначительное многоточие. Всего хорошего. Александр, большое спасибо за комментарий. Друзья, пока YouTube замедляют и пока нас не заблокировали окончательно, подписывайтесь на наш телеграм-канал Геоэнергетика Инфо. Ссылка будет в описании и закрепленном комментарии. Там же будут реквизиты для желающих финансово поддержать наш проект в условиях такой вот глобального замедления. Спасибо, до новых встреч. Всего хорошего.